В один пасмурный весенний день 2012 года на окраине Лондона кипела работа. Строительная площадка в районе Кеннери-Уорф гудела от звуков техники и голосов рабочих. Бригада строителей трудилась над возведением нового офисного здания, которое должно было стать очередным украшением делового квартала столицы. Утро выдалось прохладным, и рабочие, закутавшись в теплые куртки, приступили к своим обязанностям. Среди них был Алекс, молодой парень, недавно пришедший на стройку. Он старательно выполнял поручения бригадира, стремясь показать себя с лучшей стороны. Рядом трудился опытный каменщик Джон, знавший все тонкости строительного дела. Его загрубевшие от работы руки ловко укладывали кирпичи, создавая ровную стену будущего здания. Неподалеку орудовал экскаватором Майк, углубляя котлован для фундамента. Работа шла своим чередом, когда внезапно произошло нечто необычное. Алекс, спускаясь в котлован, чтобы проверить уровень грунтовых вод, услышал странный звук. Сначала он подумал, что ему показалось, но звук повторился. Молодой строитель остановился и прислушался. Из глубины котлована доносилось тихое поскуливание. Алекс решил найти источник звука и начал осторожно спускаться вниз по земляному склону. Чем ниже он спускался, тем отчетливее становился звук. Наконец, Алекс увидел небольшое углубление в стене котлована, откуда и доносились жалобные звуки. Он позвал на помощь коллег, и вскоре несколько рабочих собрались вокруг находки. Джон, как самый опытный, взял на себя руководство ситуацией. Он попросил принести фонарик, чтобы лучше рассмотреть, что находится в углублении. Когда луч света упал на источник звука, строители увидели маленькое существо, покрытое густым слоем грязи. Первой мыслью рабочих было, что это щенок, каким-то образом оказавшийся на стройке. Животное выглядело испуганным и измученным. Его шерсть слиплась от грязи, а глаза были полны страха. Строители не могли оставить беспомощное существо в беде. Они решили немедленно спасти его, несмотря на то, что это означало временную приостановку работ. Бригадир, узнав о ситуации, удивился, но все-таки одобрил решение своих подчиненных. Алекс вызвался спуститься в углубление и достать животное. Он осторожно приблизился, стараясь не напугать его еще больше. Мужчина пытался успокоить дрожащее существо, медленно протягивая к нему руки. Щенок сначала отпрянул, но затем, видимо, поняв, что ему хотят помочь, позволил Алексу взять себя на руки. Молодой строитель бережно поднял грязный комок и начал подниматься наверх, где его ждали коллеги. Когда Алекс выбрался из котлована, все столпились вокруг, чтобы посмотреть на спасенного щенка. Он был настолько покрыт грязью, что его породу невозможно было определить. Шерсть слиплась в твердые комки, а маленькое тельце дрожало от страха и холода. Джон предложил отвезти найденыша в ближайшую ветеринарную клинику. Все согласились, что это лучшее решение. Майк вызвался использовать свою машину для транспортировки испуганного, грязного щенка. Пока Майк готовил автомобиль, остальные рабочие пытались хоть немного очистить животное от грязи. Они принесли воды и старые полотенца, осторожно промокая засохшую корку. Однако грязь въелась в его шерсть так сильно, что ее невозможно было удалить без специальных средств. Наконец, все было готово к отъезду. Алекс с удовольствием согласился сопровождать несчастное животное в клинику. Он осторожно завернул дрожащего щенка в чистое полотенце и сел на пассажирское сиденье в машине Майка. По дороге в клинику Алекс пытался успокоить щенка, тихо разговаривая с ним и осторожно поглаживая малыша. Постепенно дрожь уменьшилась, и найденыш, кажется, немного расслабился. Майк вел машину осторожно, стараясь не делать резких движений. Он выбрал маршрут с наименьшим количеством светофоров, чтобы быстрее добраться до клиники. Время от времени он поглядывал на пассажиров, убеждаясь, что все в порядке. Через 20 минут они прибыли в ветеринарную клинику. Это было небольшое, но современное здание с яркой вывеской. Алекс и Майк поспешили внутрь, неся завернутого в полотенце щенка. В приемной их встретила молодая девушка-администратор. Увидев состояние животного, она немедленно вызвала дежурного ветеринара. Через несколько минут появился доктор Браун, опытный специалист с добрыми глазами. Доктор Браун быстро оценил ситуацию и пригласил строителей пройти в смотровую. Там он осторожно развернул полотенце и начал осматривать животное. Его опытные руки ловко ощупывали маленькое тельце, проверяя на наличие травм.
К счастью, серьезных повреждений не обнаружилось. Однако доктор отметил, что животное сильно истощено и обезвожено. Он подтвердил, что это щенок, судя по размеру и форме тела, и предложил немедленно начать процедуру очистки и лечения. Алекс и Майк согласились оставить найденыша в клинике. Они оставили свои контакты и пообещали вернуться позже, чтобы узнать о его состоянии. Доктор Браун заверил их, что сделает все возможное для спасения маленького пациента. Строители вернулись на стройплощадку, где их с нетерпением ждали коллеги. Они рассказали о визите в клинику и о том, что животное осталось под присмотром врачей. Все были рады, что удалось так быстро оказать помощь малышу. Работа на стройке возобновилась, но мысли рабочих то и дело возвращались к спасенному щенку. Они обсуждали, что это могла быть за порода и как животное оказалось в котловании. Версии были самые разные, от потерявшегося домашнего питомца до бездомной собаки, случайно забредшей на стройку. Тем временем в ветеринарной клинике началась кропотливая работа по очистке и лечению маленького пациента. Доктор Браун и его ассистенты осторожно смывали застывшую грязь, используя специальные шампуни и теплую воду. Процесс очистки занял почти час. Слой за слоем смывалась грязь, обнажая шерсть животного. К удивлению врачей, под коркой грязи оказался не щенок, как все думали изначально, а настоящий маленький лисенок. Рыжая шерстка постепенно проявлялась, становясь все более заметной. Лисенок оказался совсем молодым, возрастом около 4 месяцев. Он был сильно истощен и напуган, но постепенно начал доверять заботливым рукам ветеринаров. После купания лисенка тщательно высушили мягкими полотенцами и поместили в теплый бокс. Доктор Браун провел полное обследование, взяв необходимые анализы и сделав рентгеновские снимки. Результаты обследования показали, что, несмотря на истощение и обезвоживание, лисенок не получил серьезных травм. Ему назначили курс витаминов и специальную диету для восстановления сил. В клинике лисенку дали кличку Джаспер, что казалось очень подходящим для такого необычного пациента. Персонал клиники по очереди дежурил возле бокса, следя за состоянием маленького пациента и обеспечивая его всем необходимым. Весть о необычном пациенте быстро разлетелась по клинике. Многие сотрудники приходили посмотреть на маленького лисенка, удивляясь его удивительному спасению. История Джаспера тронула сердца всех, кто о ней узнавал. На следующий день Алекс и Майк, как и обещали, приехали в клинику узнать о состоянии спасенного животного. Они были поражены, узнав, что на самом деле спасли не щенка, а лисенка. Доктор Браун рассказал им о проделанной работе и показал фотографии преображенного Джаспера. Строители были рады узнать, что с лисенком все в порядке. Они поблагодарили персонал клиники за заботу и попросили держать их в курсе дальнейшего лечения. Алекс даже вызвался помочь с оплатой лечения, если это потребуется. В последующие дни Джаспер постепенно набирался сил. Его аппетит улучшился, и он начал проявлять больше интереса к окружающему миру. Ветеринары отметили, что лисенок быстро идет на поправку. Тем временем история спасения Джаспера привлекла внимание местных СМИ. Журналисты связались с клиникой и строительной компанией, чтобы узнать подробности удивительного спасения. Вскоре в местной газете появилась статья о храбрых строителях и чудесном спасении лисенка, которого сначала все считали щенком. Публикация вызвала большой интерес у читателей. Многие звонили в клинику, интересуясь состоянием Джаспера и предлагая свою помощь. Некоторые даже выразили желание взять лисенка к себе после выздоровления. Однако доктор Браун и его команда были твердо убеждены, что лучшее место для Джаспера – это дикая природа. Они начали разрабатывать план по реабилитации лисенка и его последующему возвращению в естественную среду обитания. Для этой цели клиника связалась с местным центром реабилитации диких животных. Специалисты центра согласились принять Джаспера после окончания лечения в клинике и подготовить его к жизни в дикой природе. Дни в клинике летели быстро. Джаспер все больше походил на здорового, активного лисенка. Он с любопытством исследовал свой бокс, играл с игрушками, которые ему приносили сотрудники, и с аппетитом ел специально подобранную для него пищу. Центр реабилитации находился в живописном месте за городом, окруженный лесами и полями. Здесь Джасперу предстояло провести несколько месяцев, готовясь к самостоятельной жизни в дикой природе.
К счастью, лисенок быстро адаптировался к новым условиям и показывал отличные результаты в обучении. Джаспер научился самостоятельно добывать пищу, избегать опасностей и взаимодействовать с другими животными. Его природные инстинкты, подавленные во время пребывания в городской среде, теперь полностью раскрылись. Наступил день, когда специалисты центра решили, что Джаспер готов к возвращению в дикую природу. Они выбрали подходящее место в лесу, достаточно удаленное от человеческого жилья, но с обилием природных источников пищи для молодого лиса. Сначала Джаспер с опаской смотрел на окружающий лес и никак не хотел туда идти. Однако природные инстинкты вскоре взяли верх. Джаспер насторожился, уловив какой-то звук в лесу. Его уши встали торчком, а тело напряглось. Секунду спустя он сорвался с места и помчался в чащу, мелькая рыжим хвостом между деревьями. Наблюдая за тем, как Джаспер исчезает в лесу, Алекс широко улыбнулся, вспоминая, как они приняли его за щенка в тот день на стройке. Этот маленький зверек, преодолевший столько испытаний, теперь возвращался в свой настоящий дом, дикую природу, где ему и было место. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю.